Друзья, Google стример 4К, Google TV стример 4К с вот таким вот пультом, вот таким вот, который не без изъяна, скажу вам сразу. Да и сам по себе стример достаточно интересный, поэтому на канале Технозон с обзором, это 24 года стример от Google. Поехали. Слушайте, ну вы его увидите на распаковочке. Все там будет как бы более-менее понятно. Тут особо-то и смотреть не на что. По своим интерфейсам он действительно скудный. Хотя можно завести там, допустим, через через вот такой вот хаб можно завести поддержку USB-шек и спокойно, ссылку на хаб, кстати, закинем в описании под видео, на Type-C, и завести спокойно туда SSD-диск. SSD-диски, сразу говорю, NTFS не поддерживается, поддерживается только exFAT. И еще вам нужно, конечно же, подписаться, нажать колокольчик. А ссылку на проверенного продавца разместил в описании под видео. Но теперь смотрите, сам по себе Google стример, Google TV стример 4К. 24 года, Америка, Google, кодовое имя GRS6B Kirkwood. И тут у нас в чем вопрос? Тут у нас Google TV 14, сертификация Widevine L1, сертификация Netflix Prime, плюс сертификация там Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, есть HDR10, HDR10+, Dolby Vision, поддержки Google Cast, Google Ассистент, Dolby Atmos, гигабитный интернет, ну и процессор MediaTek MT8696, хотя здесь написано 1,8 ГГц, по факту там 2 гигагерцовые, и плюс еще на GPU PowerVR GE9215. Формула памяти классная, у нас 4/32, вроде бы все хорошо, но есть много ложек дегтя, а есть еще и хорошие преимущества. Преимущество в том, что 4/32 очень быстро, шустро работает, есть LAN J45, а недостаток в том, что, ну и, конечно же, поддержка Dolby Vision, Dolby Atmos и Netflix, а минусы в том, что это все-таки Google TV, хотя его полная интеграция в устройство умного дома, конечно, дают о себе знать, это все классно, ты можешь управлять пультом из своего смартфона, все красиво, можешь стримить там и все остальное, классно. А вот то, что нет регулируемых каналов, которые, да, там можно удалять, перемещать, это хрень. То, что пульт у нас с некоторым изъяном, о котором я расскажу вам позже, это тоже хрень, как и отсутствие нормального голосового поиска вообще априори. Хотя вот насчет поиска я верю, что там в ближайшее обновление все поправят. Ну и блин, ребят, ну USB порт, ну хотя бы один USB порт. Но в целом, я вам скажу, он работает. И работает неплохо. Изображение у МТК всегда было классное. Если вам нужно что-нибудь там качественное изображение, нормальный звука, в том плане, что он здесь поддерживает и Dolby Digital Plus, и даже у меня в проброзе пробразывает Dolby True HD, HD Master Audio, но тут я не буду утверждать, что он будет у всех работать. Там такая чепуха получается с этими, скажем так, ресиверами. У меня на Пионере пробрасывает, на Harmony Dolby Digital Plus только есть, а Dolby True HD не выбрасывает, один раз моргнуло и все. Тут вам нужно быть аккуратным. То, что Dolby Digital Plus есть, Dolby Atmos через Dolby Digital Plus есть и DTS простой есть, факт. То, что проскакивает DTS HD Master Audio и Dolby True HD, это я вам говорю уже свой личный опыт. Хотя я вам их не обещаю, вот вы должны это учитывать. По стоимости, ну и стоимость. На Алишке его можно взять 120 баксов. В принципе, я его, вот этот конкретный экземпляр я брал в Германии. В Германии он примерно столько же стоит на Amazon DE. На eBay он 129 плюс налоги. Ну, в общем-то, цена у него достаточно такая ощутимая. Можно покупать на Алишке, в принципе, есть доставка везде. И доставка быстрая за $120. Ну, извини меня, за $120 это как бы вот, ну, совсем такой вариант. Я вам скажу, за $120 я могу взять Rocktech G2, с учетом того, что здесь тоже там есть и Dolby Vision, и Dolby Atmos. Вот, пожалуйста, он сейчас вообще стоит порядка сотки, да, там порядка 100 баксов. Так извините меня, это Android TV с USB-портами, с Dolby Vision, с Dolby Atmos. И, честно говоря, нафига мне это делать? То есть нафига мне покупать за 120, хотя TV-бокс действительно неплох, что-то да показывает. А для Украины вообще Rocktech можно взять прямо у местного производителя. Но, в общем-то, не у местного производителя, а у местного реселлера и официального представителя, допустим, в Украине, как мы берем. В общем-то, ссылка в описании под видео. Подписались, нажали колокольчик. Сейчас распакуем, и я вам расскажу все аспекты и смотрим до конца. Дальше уже делаем выводы. Google TV стример 4К. Коробочка купил, скажу вам так, был в командировке в Германии, Dolby Atmos, Dolby Vision, Google TV, само собой. Я уже его раскрывал, ну, потому что я его провозил как бэушный, конечно.
Поэтому такие вот дела. Так, сам по себе. Google стример. LAN RJ45, HDMI Type-C. Ну вот опять не сделали ни одного USB. Кнопка есть. Сам он, вот все. Все, что у него есть. Вот что он такой. Вот ABS пластик такой. Пульт напоминает от первого Chromecast, но он больше. Немножко больше. Как мы видим, расположение кнопок. Есть дополнительные кнопки Netflix и YouTube. Кабель Type-C, пожалуйста. И зарядка. Даже батарейки есть, прикинь. Даже батарейки есть. Сейчас откроем. Вот такой вот у нас блочок питания. Нафига ему впихнули все, что можно, куда, не пойми. А ну смотрим. Обыкновенная есть, обыкновенная 5-вольтовая зарядка. Ничего интересного для нас нет. Все, ребят, короче, подключаю и тестирую. Так, друзья, вы видите перед собой сразу тест сети. Объясню. Меня очень заинтересовало то, что у него есть LAN-порт. Сразу его тестирую. Вот просто заинтересовало. И это гигабит. Что очень непривычно для сертификатов вообще на самом-то деле. Потому что сертифицированные Android TV устройства или Google TV устройства не всегда нас баловали гигабитными портами. Один из первых на Google TV, еще и на Google TV 14 с гигабитным портом. Не один из первых, а вообще первый. Ждем гигабит на гигабит. Сейчас сразу будем тогда тестировать и Wi-Fi уже, чтобы было по полной программе все. Давайте 925 на 970. Все честно, все честно. Отключаем LAN. Давайте сейчас отключим. И сразу 5 гигагерцовый Wi-Fi сейчас запустим. Давайте. Стартуем. 5 гигагерц. Скажу вам так. 360. Могло бы быть лучше. Для Wi-Fi 6. 366. Вообще сейчас окажется, что 2,4. Прикиньте, сейчас в меню выйдем, посмотрим. Охренеем тогда все. Так, 368 на 300. На 300 столика же. Вы знаете, это ну как референс-бокс. 900 с чем-то на 900 с чем-то. 368 на 368. Вот как-то так. Сейчас окажется, что это 2,4. Сейчас посмотрим. Нет, это было 5 ГГц. Ну, раз уж мы в сеть пошли, сейчас мы еще вернемся, то тут ничего из уровня сигнала ничего из точки доступа нет, есть только уровень сигнала можно выбирать и быстрое подключение через QR-код. О, и тут даже Thread Network есть для устройств умного дома. Вот это, кстати, прям прикольно. Давайте 2.4 посмотрим. Стартуем 2.4 тест. Ну и здесь такой себе середнячок, чуть-чуть выше среднего. 50-40-60, он так мигрирует. Ну, неудивительно, 2,4 ГГц я редко когда видел, чтобы боксы как-то себя адекватно вели. Ну, здесь нормально. Нормально, средний результат. Не скажу, что это лучший результат, который я видел в 2,4. Но далеко не самый худший. Даже пробивается 70-80 на загрузку. На выгрузку, вернее. 53 на 69. Ладно, проходит. Теперь классический интерфейс Google TV, у которого нельзя никак редактировать или удалять каналы, хотя вот работает он действительно плавно и мягко. Вот памяти они добавили очень даже хорошо. По тому, что нам показывает AIDA 64, мы видим, что это Google TV стример, Kirkwood, платформа MT8696, 4 на 32, и у нас здесь еще я подключил внешний SSD-шник. Сразу говорю, что внешний SSD подключал через... Сейчас я вам покажу, как бы это показать, так, чтобы не жахнуть его. Подключал через вот такой вот хаб. Вот он, SSD-шник у меня валяется. Подключал через хаб, и вы должны понимать сразу. NTFS диски у меня не заработали. Только при форматировании в exFAT я смог подключить SSD-диск и как-то с ним работать. В NTFS диски не работают. Но работает в exFAT беспроблемно через такой вот хаб. И при этом не заработают у вас диски, которые требуют достаточно большого потребления. В частности, вот такие вот у меня югриновские, которые с активным охлаждением, вот как раз раскрутил, перекинул SSD-шник, то есть как есть. Процессор 4-ядерный ARM Cortex A55, мы уже его обговаривали, на МТК, 2 гигагерцовый, который работает в режиме 32-битном. И кто бы мог подумать, когда мне кричали, Google выпустит Google TV 14 на 64 бит.
Фига там. Фига там, выпустили режим 32 бита. Вот это да. И за видеоускорение у нас отвечает PowerVR ROG GE9215. Вот такая ситуация. Сеть у нас сейчас Connect 780 мегабит в 5 ГГц. Мы это понимаем. 14 Google TV. Хорошо. Ну, род доступа, само собой, нет. Но здесь PowerVR. И доступа к температуре тоже нет. Поэтому тротлинг теста здесь не будет. Из кодеков, само собой, здесь есть все, что нам необходимо, в том числе AV1. В самом меню настроечек у нас здесь все очень просто. То есть у нас сейчас подключен именно носитель. У нас здесь есть управление Wi-Fi, есть у нас аудиовыход, который мы можем. Сейчас у нас HDMI, можем присоединить устройство, например, через Bluetooth, можем подключить его через, допустим, там через Bluetooth. И все. Потому что у нас кроме HDMI, Bluetooth здесь ничего нет. Тоже мы уже с вами это дело рассматривали. Раз уж мы зашли в пульты, то у нас здесь можно настроить. Ну, во-первых, пульт можно найти. То есть он будет, смотрите, он будет пищать. Это прикольно. И даже кнопка на нем есть. На самом стримере, когда нажимаешь кнопку, он пищит. Прикольно. И можно настроить кнопки дистанционного управления. У меня настроен телевизор LG. Здесь мы можем с вами настраивать кнопки громкости, управления, включения, выключения и источник сигнала. То есть у него есть дополнительная инфракрасная опция. За это тоже отлично. Ну, отдельное спасибо. Но пульт сам по себе говно. Давайте я вам сейчас покажу. Ну, Лиса, иди сюда, ты нам нужна чуть-чуть. Так, смотрите, сам по себе пульт люфтит. Смотрите, он просто крышка. То есть он и при этом это противно стучит. То есть ты когда пользуешься, слышишь? То есть вот ты когда пользуешься, он противно стучит. И западает вот эта верхняя кнопка какого-то хрена. Не знаю почему. То есть тут вопрос такой. Я думаю, что это первые версии Google стримера. И вот есть такие проблемы именно в самих пультах. В остальном всем пульт полностью рабочий. Есть у него, видите, динамичек такой. Или микрофон здесь. Поэтому, ну прям, вот это вот прям чувствуется, слушай. Вот это прям чувствуется. Да, в использовании очень чувствуется. То есть пульт сам по себе дерьмо. Я вам сразу говорю по качеству исполнения. Хотя приставка сама по себе более-менее нормальная. Из того, что хочу отметить, ну, допустим, здесь у нас экран и звук, поддержка 4К, все это всем понятно. У нас есть поддержка автофреймрейта через API Google, и есть еще поддержка перехода плавного, если поддерживает ваш телевизор, без переключения в черное. Скажем так, автофреймрейт плавный. Ну, вот мы сейчас видим там 4К, у меня подключено 60 Гц, есть и дробные, и целые, тут он обладает большим спектром. В настройках у нас есть адаптивный HDR, адаптивный Dolby Vision и формат цветов, здесь тоже можно выставлять тоже ручками, скажем так. Параметры аудио. Можно выравнивать громкость, и еще можно усиливать диалоги. Зачастую это усиление центрального канала. А вот в дополнительных настройках звука, если вы хотите там какой-то опциональный проброс звука, то есть вручную, либо там сами занимаетесь каким-то звуком, и вам нужно действительно, вы там через какой-то плеер, через пастру проигрываете там Dolby True HD, например, то вручную выбираете, но у вас пропадет тогда звук, именно имеется в виду, пропадет Dolby Atmos в Netflix. То есть Dolby Atmos в Netflix будет работать только в автоматическом режиме. Больше тут в принципе смотреть нечего. Хочется показать вам один момент именно в дополнительных настройках, но мы не будем его особо озвучивать. Это то, что нельзя включить Matrix. То есть Matrix у нас выключается, но сразу скажу, вроде бы работает. Вот по моим наблюдениям работает, все смотрится и выгружается сам по себе сервер только в моменты простоя. По Netflix. Netflix 4К, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision, да плюс еще и с автофреймрейтом, кстати. Ой, блядь. Да плюс еще и с автофреймрейтом, ну я здесь включаю там любой фильм, а вы видите сейчас вставочку о том, что у нас там срабатывает автофреймрейт, у нас даже пишет сам по себе телевизор, что не телевизор, а сам по себе ТВ-бокс, что будет корректироваться частота кадра, вы видите качество, которое поддерживает Dolby Atmos, ой, Netflix здесь Dolby Vision и Dolby Atmos. Все четко. По YouTube вопросов нет вообще. 4К, 60 FPS, AV1 кодеком. Можем включать любой ролик, и он его тягает, нечего делать. Вот, пожалуйста, у нас сейчас, я сейчас включу и остановил его чуть-чуть. Я сейчас, смотрите, как красиво сделали переходы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Вот это вообще, блин, прикол. Ну вот вы сейчас видите VP9, сейчас он пойдет, продолжит проигрываться. Без дропов, есть какие-то стартовые единичные дропы, но отлично идет. И в AV1 кодеке на телевизоре, вы видите, тоже вставку отлично воспроизводится с HDR. Вот это вот, кстати, прикольно. Действительно удобно, удачно. Ну и, кстати, здесь 5.1 звук тоже поддерживается в YouTube, вы на вставке видите. По поддержке Dolby Vision и других форматов звука здесь, в принципе, все более-менее стандартно. Если пойти и начать проигрывать, например, там Dolby Vision файлы, то пятый профиль, ну вы все на вставках будете видеть, потому что рекордер у меня не пишет Dolby Vision. Пятый профиль проигрывает, восьмой профиль проигрывает, везде он клацает в Dolby Vision, все отлично. Седьмой профиль, ни одиночный слой, ни многослойник он не поддерживает и работать с ним не будет. По звуку, ну, вы видите, опять же, вставки Dolby Digital Plus у нас работает постоянно, либо, если можете выключить, не будет постоянно работать, но работает у нас Dolby Atmos через Dolby Digital, пробивается в пробросе Dolby True HD, пробивается простой Dolby Digital и DTS стандартный есть ядро, и DTS HD Master Audio тоже пробивается, поэтому как бы по звуку у меня вообще вопросов нет. К сожалению, сколько не пытался сделать AnTuTu бенчмарк, вываливает, он его выгружает при очень сильной загрузке, поэтому с AnTuTu здесь вопрос такого рода. Остальные стриминговые сервисы поддерживаются без ограничений, потому что, само собой, это полная сертификация с DRM-L1. Конечно же, все остальные стриминговые сервисы поддерживаются, IPTV, там по типу, ну, различные OTT-сервисы, IPTV-сервисы работают тоже без ограничения. Тут как бы Google постарались. Действительно, я сейчас переключаю, все отлично переключается, при этом нет никаких там размазанных картинок и всего остального. Все четко, Full HD потоки спокойно гоняет, как и, допустим, те же самые онлайн-фильмы на стриминговых сервисах тоже вообще абсолютно гоняет. Сейчас попробуем нечто тяжелое с SSD-дисков, для того, чтобы мы понимали, как это работает. Я сейчас использую Nexon TV, очень неплохой сервис для жителей Украины, советую. Очень сладкие цены, во-первых. Во-вторых, неплохое качество. Ну, давайте еще раз включим. Очень неплохое качество и ссылка на Nexon в описании под видео. Пожалуйста, идите, там очень сладкая цена за максимальную подписку. Да, пожалуйста, все работает. Смотрите. Ну, идеально, идеально работает. Неплохо у них получилось конкретно с работой самого стика из-за его вот хорошей конфигурации памяти. Из тяжелых тестовых файлов давайте что-то попробуем воспроизводить, например, через любой из плееров, и будет нам все понятно. При том, что вышучи... О, красиво, все. Так, еще какие-нибудь тяжелые файлы сейчас посмотрим. Еще один тяжелый запустим. И, в принципе, для меня будет понятно уже, что данный стик поддерживает все форматы, которые есть. Вы можете смотреть без ограничений любого размера фильм. По матриксу, по размеру у меня проблем не было. Очень скоростные модули, все нормально. Играть на таком ТВ-стике, ну, честно говоря, не вижу смысла. Давайте попробуем. Кстати, я, видите, покупал здесь фильмы, ну, у меня список просмотра, это то, что я покупал, то, что я смотрел, пожалуйста, можно покупать, все подходит. Ну, имеется в виду, что для любителей покупных, скажем так, сервисов. Теперь пробуем голосовой поиск. Аватар. Сейчас смотрим, где он ищет. Ну, сейчас посмотрим. Нет, в сторонних не ищет в сервисах или ищет. Сейчас посмотрим. Вева на YouTube. Нет, не ищет, к сожалению. Даже вот раньше Google TV, например, в украинском языке, у меня TV-бокс на украинском языке, он работал с с глобальный поиск. Здесь глобальный поиск так не работает, поэтому придется глобальный поиск использовать внутри приложений. Например, когда вы там внутри YouTube нажимаете на поиск, он будет искать конкретно внутри этого приложения. Например, там аватар трейлер. Вот, пожалуйста. Something went wrong. Короче, даже вот что-то вот с голосом он у меня не хочет. Видите, ну давайте. Аватар. Попробуем. Не хочет, совсем не хочет. Ну, ребят, я должен показать правду. Я должен показать правду, поэтому, ну сейчас попробуем взаимодействие, если просто на включение микрофона. Кнопку надо держать, кстати, при поиске. Здесь у нас, ну сейчас попробуем таким образом.
Аватар. Не, все равно не работает. Не хочет. Вот что-то с голосом у них не задалось. Ну, есть как есть. Я показываю, вот, показываю все. То есть нам даешь разрешение, даешь все, остальное не хочет. Теперь Vimo Media Player, идем в диагностику, смотрим API от Google поддерживается, пожалуйста, беспроблемно. И хочется еще показать вам, что у нас работает Chromecast. Трансляция, кабинет Google TV Streamer. Есть очень классная тема. Вот, трансляция работает на Google Chromecast. Тут как бы тоже вопросов нет. Как в принципе и трансляция. Давайте сейчас прерву трансляцию стандартную. Давайте ее остановим. И попробуем напрямую из YouTube отправить трансляцию. Тоже интересный момент. Нажимаем транслировать. Выбираем Smart TV Box. И выбираем какой-то, не знаю, ролик. Да, вот он включился. Тут какой-то парень. Не знаю, кто это такой. Первый попавшийся. Все, выходим. Транслируется, Chromecast работает со всех источников, которые есть. Тут как бы вопросов нет. Играть на таком ТВ-боксе, но сомнительное удовольствие. Что мы можем здесь поставить? Какие-то игрушки, которые здесь стоят в Play Market, ну мы это 100 раз обсуждали, да, вы можете в них поиграть. Насколько он греется или нет, мы знать не знаем, мы знаем и знать не будем. Но я не рекомендую играть на стиках. Во-первых, ну, блин, сам по себе он не для того сделан, он сделан для того, чтобы смотреть кино. Кино на нем можно смотреть нормально. Формула памяти подразумевает под собой игры. Показывать какие-то игры. Асфальты работают даже на простых каких-то 905X процессорах. Вы можете спокойно загрузить и играть. Я здесь проблем не вижу. Но смысла мне сейчас это вам показывать абсолютно нет. Я вам показал основные его возможности по фишкам воспроизведения. Во всем остальном он будет работать. Он будет работать. Вот то, что нет USB-шки, конечно, плохо. Через хаб можно запилить. Ребят, выходим, делаем выводы. В качестве выводов скажу, мне не понравился пульт, мне не понравилось отличие, ну, отсутствие USB портов, мне не понравилось то, что при его стоимости 120 баксов, мне для того, чтобы SSD-шку на него запилить или аэромышь через USB донгл, мне надо еще подрубать вот этот вот Type-C хаб отдельный, это мне тоже все не понравилось. Хотя мне понравилось качество изображений, Dolby Vision, Dolby Atmos, сертификация Netflix, его быстрая работа и наличие автофреймрейта. То есть что-то он воспроизводит, при этом воспроизводит неплохо. А вот юзабилити этого девайса, оно стремится куда-то вот к нулю. Это мое мнение. Покупать можно, я его буду рекомендовать. Бокс неплох, он вошел в наш топ сертифицированных ТВ-боксов. Но дорабатывать ли дорабатывать, это если его можно доработать. А если нельзя, то эта концепция не для нашего рынка. Это, скорее всего, концепция американского рынка, немецкого рынка, да и то в Германии, когда я, допустим, приезжаю, и у меня с собой там такой стример, то пользоваться им, откровенно говоря, там не очень удобно. Поэтому мои рекомендации, хотя я бы смотрел бы в сторону Rocktech G2, при той же стоимости получить девайс намного лучше. А в целом с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.